Всем привет! Привет. В общем, у нас уже давно была идея снять подкаст про дружбу. Но потом мы подумали, что про дружбу это очень мало. И хочется охватить чуть больше сфер, и потом посмотреть, как мы мыслили, размышляли. Поэтому сегодня у нас такой формат. На кухне. Мы дружим уже 16 лет. Да, важно сказать, что нам по 25 лет, мне 26. Мы ЛП всю жизнь. И мы подготовили по 5 вопросов. По 5 глубоких и по 10 вопросов блица. Мы старались сильно, глубоко не копать, но как получилось, мы не знаем. Не спрашивать, в чем смысл жизни? Первый вопрос. Вот, в любом случае, это такие вопросы, которые нам искренне друг другу интересно задать. Давай сильно не топить. Мой вопрос. Это мое первое интервью, ребят. Ты строишь стабильность вокруг того, чего действительно хочешь, или вокруг того, что кажется тебе сейчас безопасным? Нет, ты посмотри, какая! Она говорит, давай друг друга не валить. На самом деле, мне кажется, все, что я делаю, это не так безопасно. Гораздо безопаснее абсолютно другие пути. Просто в моем выбранном профессиональном пути стабильности просто нет. Вот. И это я четко понимаю, и в один день в том же зале стоит много учеников, в другой любой день может стоять их мало. И мне кажется, это очень важно понимать и не жить каким-то самообманом. От этого у тебя увеличивается просто благодарность за то, что у тебя есть сейчас. И поэтому в каком-то смысле мне легко жить в моменте, когда многие там очень сильно думают наперед, я такая, нет, вот у меня сейчас так, и я этим очень сильно наслаждаюсь, и я это очень ценю. Короче, мне кажется, я никогда не делаю то, что я не хочу, потому что у меня очень сильный импульс в теле абсолютно на все вещи в жизни. То есть, когда я не с теми людьми, мне поднимается температура. Вот. Когда я не в том месте, мне становится там плохо, и рано или поздно это место меня просто само выкидывает и так далее. Вот, поэтому я тут точно чувствую какую-то, внутреннюю органику с решениями, которые принимаю, с рисками, которые я тоже совершаю. Вот, поэтому точно это то, чего я хочу, и точно не потому, что это безопасно. Мой вопрос коротенький, но мне хочется, чтобы ты на него как-то развернуто ответил. За твой скромный опыт 25 лет жизни. Чего точно не стоит ждать от жизни? Это не валишь? Справедливости. Кстати, это глубоко. И это как будто та вещь, с которой очень сложно смириться, но которую нужно просто принять. И второе, наверное, постоянности и определенности. Это то, про что ты говорила, что все постоянно меняется. И опять же, если принять эту вещь, что все постоянно изменяется, станет проще жить. Но как будто бы это те вещи, которые сложнее всего принять. Я в восторге от твоего ответа. Лиз, ты чё, как круто ответила? Да, карманный духовный наставник сейчас вообще хорошо сработал. Я не думала, как ответить на этот вопрос сама, честно. Почему-то мне просто захотелось его тебе задать, вот, потому что я как будто чувствовала, что ты можешь как-то ответить. Но как будто вот эти две вещи, которые ты выделила, это так сильно резонирует вообще, в принципе, как-то с жизненными событиями в целом, да, наших жизней и того, что происходит в мире. И поэтому, да, когда ты этого не ждешь, ты свободен. Да. Вот. Но так сложно этого не ждать. Очень. Особенно, когда мы такие молодые и прекрасные. Ладно. У меня такое, это, опять же, я тебя не топлю, не провокационно, ничего. Давай. Но должны мы затронуть тему любви. Должны. Кстати, интересно, что, да, наши зрители не знают вообще, кто мы, что мы, где мы, наш какой-то жизненный бэкграунд. И как будто от этого интереснее. Есть ли вещи, которыми ты никогда не готова пожертвовать ради любви? Могла ли бы ты уступить свои привычки, мечты и свободу ради любви? Тут два вопроса в одном. Сначала я потом... Извините. Классно, прикинь. Я хотела тебе задать подобные вопросы, но в один момент я подумала, что ты на все скажешь, типа, да, давайте. Да, я тебя знаю. Короче, наверное, еще даже год назад я бы нашла, чем я не готова пожертвовать. За этот год я понимаю, что я готова рискнуть всем и пожертвовать. Вот если это будет того стоить. Опять же, по моим внутренним ощущениям и по моим чувствам к человеку. И мне кажется, что во мне так много любви, в принципе, что я никогда об этом не пожалею. Короче, любая жертва не будет восприниматься как жертва. Такая романтичная. И мечтами, и свободой. Да. Потому что с правильным человеком ты все равно останешься свободным. Да, я тоже так считаю. База. Нет, я никогда не готова пожертвовать моей карьерой прекрасной. За время пребывания в эмиграции в разных странах, чувствуешь ли ты, как поменялся твой собственный менталитет, что бы ты все еще хотела интегрировать в себя от других культур? Нам в универе говорили, что менталитета не существует. Кстати, в каком-то смысле может быть.
Ну, я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, говоря менталитет. Из такого глобального, наверное, просто стала более открытой ко всему, более гибкой, наверное, более толерантной. Ну, потому что по-другому не выжить. Ну, так, менталитет, наверное, не изменился. Славик, взгляд. Это никуда не деться. Наверное, какую-то легкость. Очень часто встречаю людей, которые меньше запариваются и думают о серьезности жизни, и больше кайфуют и наслаждаются. Как будто бы мы привыкли страдать, нужно достигнуть абсолютно всего в нашей картине мира. Просто жить и наслаждаться без всяких условий, да, это очень мало. Со временем я действительно к этому прихожу, что а можно и по-другому. Но это сложно признать, потому что все равно тебе нужно страдать, тебе нужно достигать. Это встречный вопрос. Не думаешь ли ты, что вот эти вот установки в голове, короче, это твой нераскрытый потенциал, и тебя это гложет, потому что... Ну, то есть нет, потому что, возможно, у этих людей даже нет такого потенциала, а ты чувствуешь в себе внутри эту силу, и поэтому тебя что-то мучает и тянет где-то быть больше, шире и так далее. Скорее всего, это так, но это же и сильно тебя загоняет, и, например, ну не всего в жизни мы можем достичь, и когда мы этого не достигаем, мы уходим в другую сторону, в самоуничижение. И просто хотелось, наверное, больше легкости в этом вопросе. Непонятно. Короче, непонятно, как найти баланс в этом Непонятно, вопросе. Друзья. Непонятно, правда. Ну вот про это выживать. Ты помнишь, мы говорили, что вот моя подруга съездила во Францию, она просто заметила эту разницу можно жить, а не выживать. в ощущении жизни, да, ну что типа у нас просто так заложено культурой, вот, что люди выживают, и мы через это состояние реально живем, вот, а они просто наслаждаются жизнью. Ну, то есть это тоже такое искусство жить, которое в нашем менталитете чуть сложнее постичь. Да, окей, thank you. Так, окей, быстренький такой, да? Легенький. Мне, честно, не понравился твой предыдущий Почему? вопрос. Он какой-то с подковыркой. Ну вот я сейчас думаю, вдруг это тоже с подковыркой. Как ты относишься к критике своего творчества? Может ли тебя ранить чье-то мнение? Ну, кстати, тут важно отметить, к моему большому счастью, я никогда не сталкивалась прям с какой-то критикой, да, которая могла бы меня так сильно задеть и ранить. Возможно, она где-то была, но она прошла мимо меня. С другой стороны, как будто сейчас я даже не представляю, чтобы меня такого могло задеть, кто бы что ни сказал, потому что творчество, оно такое субъективное, я настолько окей с тем, что это кому-то может не нравиться, и я так долго шла к тому, чтобы, ну вот искренне делать то, что мне нравится, потому что все-таки это не просто стиль танца, а это культуры, и мне очень понравилось одна фраза, как раз-таки носительница культуры, по-моему, дэнс-холл это как раз был. Она такая, что, типа, вам не обязательно становиться целой культурой. Типа, вы можете просто взять ее часть, забрать ее в себя, а там уже какой у тебя мир, и ты просто вот это показываешь со своей стороны. Я долго нащупывала свое, чтобы точно освободиться от любых рамок, от любых каких-то там представлений, как это должно быть, как это должно там хайповать и так далее. Вообще мне такого нет. То есть, типа, я понимаю тренды, я понимаю актуальность, я за этим слежу, но у меня внутри какой-то есть собственный вектор. И вот как будто его не перекрыть никакой критикой. А ты не сразу к этому пришла? Ну нет, конечно. Я познала дзен, ребята. Ну тут надо будет подумать, блин. Окей. Мой вопрос звучит так. Насколько твое знание о себе через астрологию помогло понять себя? И можешь ли ты честно признаться, что где-то определенный факт выкручен под тебя? Ты скажи, что у тебя мама просто... У меня мама астролог, да. На 100%. Ответ на первый вопрос. В каждой жизненной ситуации у меня как будто уже даже бессознательно, просто непроизвольно возникает мысль, это вот потому что так, это потому что Марс в Овне, это потому что я Скорпион. Ну, то есть я прям на 100% как будто бы себя вижу, ощущаю, все свои поступки уже там не через характер, а все через астрологию. Есть такая штука, что если тебе уже говорят что-то про тебя, и если это особенно какая-то приятная информация, ты такой, ну да, у меня Марс в Овне, и я просто самая целеустремленная. Где-то ты что-то подкрутила, и это, кстати, неплохо. Ну, типа, может быть, это и помогает тебе двигаться. Потому что ты это подкрутила под себя, например, какая-то там целеустремленность и решительность. И ты вот этот факт держишь в голове, и, возможно, без него бы ты там думала про себя иначе. Приведу пример. У Лизы асцендент в Скорпионе. И каждый раз, когда она творит какую-то дичь, она такая, типа, у меня просто асцендент в Скорпионе, ребят. Ну да. Ну так вот, Я на 100% себя вижу через это. Нет, Лиз, ты подкрутила как будто чуть-чуть это все. Да, если где-то я, например, мне тоже самой не очень понравилась там моя реакция, как я себя повела, потом, возможно, я оправдываю это, потому что я Скорпион. Короче, мне близок и этот жизненный принцип, и скептический тоже. Почему? Потому что, типа, мне нравится
пример успешной женщины, Саши Жирковой. И каждый раз, когда что-то там спрашивают, она такая: ребят, я вообще ничего не читаю, я ничего не знаю. Да, не то чтобы даже скептик, как будто ей просто все равно. Она такая: я в это не особо верю и ни на какие прогнозы не полагаюсь. Она говорит: у меня внутри свой собственный всегда прогноз. И я думаю, какая же она свободная от любых каких-то предсказаний, понимаешь, в этом плане. И вот тут, ну, типа, где баланс? Кто-то верит, кто-то нет. Как в Бога. Ну да, да. Но я, типа, лавирую. Я и там. Поэтому... Короче, поэтому я задаю этот вопрос. Что... Я обожаю этот вопрос. Прям мне кажется, что он очень теплый, и я рада, что вот именно сейчас я его задам. Что такого есть в нашей дружбе, на твой взгляд, чтобы ты посоветовала другим женским дружбам? Я знаю ответ. О боже, да. Безусловная самоотдача. Я на 100% уверена, что мой друг сделает все, абсолютно все для меня. Что бы это ни было, да, в любой ситуации фундаментальная опора, даже в каком-то парне ты не будешь так уверена, насколько я уверена, она прилетит просто там на любой конец земли, сделает вообще все, что угодно ради меня, и такое очень редко встретишь. Как круто. Ну, это взаимно, во-первых, и я согласна безумно, что да, мы как будто всегда вот только так и умели дружить, как будто не по-другому. Либо ты на 100% в этом, да, либо нет. То есть, типа, если Лиза поддерживает, но, кстати, я думаю, что ты вообще, в принципе, так людей поддерживаешь. Это всегда километровые тексты. Не потому, что она красноречива, это тоже, да, важный факт. Как-то вот эта вот наполненность. Короче, тебе никогда не все равно. Но тут важно понимать, что мы, типа, не так часто видимся последние, там, 4 года вообще. И вообще, ну, короче, мы редко видимся. Но, думаю, тут зависит еще от, наверное, какого-то типа личности. Ну, что вот мы такие ныряем во все на 100%. И поэтому это так классно ощущается в дружбе. А если брать какую-то еще штуку, ну, вот какую-то чуть более достижимую для других людей, потому что, ну, просто есть люди, которые, ну, типа, правда, да, ну, у которых просто другие ценности, и они, типа, какая бы там дружба ни была, они не смогут столько отдать в нее, несмотря ни на что. Ну, тогда ты... Да, ребят, если вам казалось, что вы хороший друг. Ищите себе другого друга. Да, короче. Ну, и еще вот просто смотрите, чтобы у вас какая-то была тоже, да, базовая совместимость. Например, Саша рак, я рыба. Это сразу после астрологического вопроса, да? 2 водных знака, то есть это уже неплохо будет. Вообще, скажи классный вопрос. Клёво, да. Дебильный блиц. Я извиняюсь, очень. То есть, типа, школьник составлял этот блиц. Учитывайте. Ну, быстро, да? Все, ты готова? Европа или Азия? Азия. Вок или Хиллс? Вок. Таро или метафорические карты? Таро. Дэнсхолл или афро? Дэнсхолл, наверное. Море или горы? Горы. Французский или испанский? Французский. И последний вопрос. Ротфронт или Ризис? Ротфронт. Правда? Прикольно, блин, легкий, несложно. У меня сложнее немножко. Обожаю. Предвкушение, простите. На нее. На меня. Окей. Нашего подкаста. Соло-трип или трип с незнакомой компанией? Соло-трип. Вкусвилл или самокат? Вкусвилл. Процесс или результат? Процесс. Честно высказать или тактично промолчать? Честно высказать. Она. Потерпеть неудачу или не попробовать? Потерпеть неудачу. Концерт Бейонсе или Шаде? Шаде. Москва или весь остальной мир? Весь остальной мир, это вообще спокойно, да, я скажу. Сохранить позицию или сохранить отношения? Сохранить отношения 100%. Все, что с нами происходит, судьба или полный рандом? Судьба. До этого говорила рандом. У меня сегодня такое настроение приятное. Пишите в комментариях, судьба или полный рандом. Что я хочу сказать? Чем мне не понравился твой блиц? Я все-таки честно высказываю свое мнение, да, всегда. Ты меня немного как будто психологически давила сейчас этим блиц-опросом, потому что каждый раз, когда называла какой-то ответ, ты делала так. Угу. Типа, это значит, что я правильно назвала ответ. А ничего, что тут нет правильного? Мне кажется, что я испугалась даже. Ладно, шучу. Крутой блиц. У меня еще 2 бонуса. Блица? Нет, просто. И чё это ты разошлась, я не понимаю. Кстати, фан-факт, Лиза поступала на журналиста на 1 курсе изначально, и мы вот никак не могли проверить ее скиллы. И я вот сейчас подумала, она очень талантливо сегодня заставила вопросы. Могла не перепоступать на востоковеда, у тебя какой-то нераскрытый потенциал. Какой бизнес ты бы открыла в старости? Я хотела тебе задать этот вопрос тоже, что-то подобное. Ну, ты знаешь, какой бы я открыла. Я уже забыла, какой
какой-то открыла бы. Хостел или Airbnb. Airbnb. Я бы Airbnb открыла. Еще какой-то бизнес старости надо открыть, да? Сейчас такая, женский духовный курс. Я могу сейчас назвать кучу смешных вариантов. Стендап-клуб можно еще, да. Все, Лиз, я не знаю. Мне кажется, я просто поддержу чей-то бизнес. В чем сила? Да, Лиза! Ну, что первое пришло на ум? Да, в любви, я сказала бы. Я бы тоже. Нифига. Это мой ответ. Нет, правда, просто в любви во всем вообще, ко всему, может быть, и не ко всем, да. Это ключ. Что, прощаемся? Да, прощаемся. С вами были Саша. Спасибо, что были с нами. В общем, мы чуть-чуть переживали, но вроде бы получилось как-то очень естественно, легко и прикольно, поэтому да. Не постанова. Пишите, как вам такой формат в комментариях, если что-то еще хотите узнать о этих домашних кухонных философов. И вернемся к вам лет через 5. Что интересно, что мы сейчас на что-то отвечаем, и я так уверена в своих словах, типа, в своей правде, ну, типа, как же смешно это будет через 5 лет. С другой стороны, я не понимаю, как вот эти ответы, которые я сейчас дала, ну, почти что все, и твои тоже, кстати, что, типа, как они могут так вот поменяться через 5 лет. Блин, жаль, мы себя в 20 не записали. Там вообще кардинальное было различие. Может быть, это и к лучшему. Все, пока. Все, всем пока. Долго прощаться не будем. Лишние слезы.